вполне адекватные люди, но когда они выходят на ресталку, вот у них планка немножечко бэм и падает. В общем-то, защищать их нужно лучше. Их мало у нас. Они быстро закончатся, если им дать реконструкторские доспехи. Привет. Почему историчные доспехи лучше? Кыш. Кыш. Почему историчные доспехи лучше для латного боя? Итак, если вы немножечко не из нашего движения, то вот вам небольшая информация. Есть ребята-спортсмены, которые занимаются латным боем. Хорошее представление об этом дает такая дисциплина ИСБ, HMB. В общем, спортивные парни одеваются в доспехи и бьют различными железными штуковинами. Вот такими средневековыми мечами и средневековыми двуручными топорами. Для многих бойцов уже давно понятно, что реконструкция доспехов, то есть правильное воссоздание средневековых артефактов, им не подходит. Потому что задачи средневекового вооружения были немножечко другими, чем задачи защитного комплекта в современном латном бугурте. Почему же так получается, что для большинства спортсменов это понятно, для реконструкторов вообще тем более понятно? Большинство реконструкторов понимают, что вот эти бугурты, там, где люди друг друга гандонят, откровенно говоря, это вообще не про реконструкцию и не про историчность, и тем более не про средневековый рисунок боя прямо. Но все равно находятся люди, которые вот держатся старых традиций, нет, надо история нам, мы же вот это за что мы боролись, за историчность, за реконструкцию, как же так же ж, это вот. У меня есть теория о том, почему остались такие люди, которые считают, что вот ребятам, которые получают по горбу вот такими, ну, красивыми, но не реконструкторскими вещами, почему этим людям хотят навязать мнение, что исторический доспех лучше, чем какой-нибудь оптимизированный доспех. Начнем с темных и далеких времен, с 90-х. В общем, где-то в 90-х начало зарождаться у нас вот это движение толкинистов, историков, фехтовальщиков всяких. Это было давно, это были страшные темные времена, еще до интернета, поэтому было тяжело. Да, я сейчас буду немножечко обобщать. Обобщать буду такие направления. Толкинисты. Ролевики, они, в общем, в 90-х брали, делали себе деревянное оружие, одевали занавески, реально, вот, занавески на себя и делали ушки и типа эльфы. Короче, ролевики, которые ездили по лесам и занимались отыгрышами и типа очень аккуратненькой боевочкой. Ну там удары сдерживают, в голову не забить и так далее. Были еще историки, которые вот пришли заниматься историей. Они, вот их всегда перла история с детства. И вот они в взрослой жизни уже нормально так доперлись, что решили заниматься этим, прям серьезно. Еще такое направление, которое похоже на хема, то есть фехтовальщики. Они могли брать какое-то там средневековое оружие, легкое, которое не нанесет серьезного дэмэджа, и в масках фехтовали и изучали правильные приемы. В те далекие времена появились ролевики, историки и вот как бы фехтовальщики. Они как бы и не к ролевикам вроде бы, и не к истории. Они больше не про воссоздание предметов, а про воссоздание самой фехтовальной техники. Значит, в начале вот этих отбитых пацанов, которые прям гандонили друг друга, их не было. Не зародились еще. Темное зло появится немножечко позже. Значит, что было-то? Вот эти все ребята в 90-х в странах СНГ, которые переживали довольно серьезный экономический кризис, конкретно так хотели заниматься вот этой всей фигней, но ни денег, ни понимания у них не было. И тем более у них не было мастеров, которые могли бы им что-то сделать нормальное. И лепили они вообще кто что мог, кто как мог и как мог придумать. Самое важное, что нужно понимать. Представление о доспехах в те времена формировалось, скорее всего, какими-то киношками типа средневековыми, различными артами, картинками, которые можно было увидеть допустим, на обложках фэнтези-романов. Да, то есть у нас там эльфы, гномы, люди, единороги всякие. Дерутся, и там же изображают какого-нибудь Конана воина, у которого там вот в каких-нибудь наплечниках больших с голым торсом, и там в каких-нибудь руках латных там что-то делает. Понимание у людей
какие вообще были средневековые доспехи, этого понимания не было почти ни у кого, ну, кроме тех, кто реально пришел за историей сюда. Но их было очень мало. Вот. Большинство пришли туда за геймплеем и каким-то экшеном. И вот, в общем-то, вот этой такой атмосферой. Ну, не зря их называют толкинисты. Понасматривались своих толкинов, поначитывались и поехали в леса с ума сходить. Так вот, доспехи они делали, если не сказать грубо, то не очень хорошие. А если сказать по правде, то херовые. Потому что делали, знаете, из чего? По свалкам искали холодильники, отрывали от них куски листа, потом очищали от краски, резали ножницами, выравнивали и вот из этого и делали. Или из какой-нибудь жести. Короче, лепили как могли, и все это было очень страшно рукожопенько. И данное рукоблудство, конечно, должно храниться где-то в музеях, наверное, чтобы показывать потомкам и говорить, что вот так вот делать нельзя. Ни в коем случае. Этих адекватных людей и не очень собралось много. Они продолжали заниматься этим всем. Постепенно они выросли чуть-чуть. Туда много приходило подростков. Эти ребята постепенно подросли. Те, кто решил продолжать заниматься таким хобби, бегать в занавесках по лесу с эльфийскими ушками, решили так, что-то вот эти эльфийские ушки уже не очень серьезно, да? Надо бы посерьезнее. Пришло это к тому, что начали делать более качественные костюмы, более качественные доспехи. А раз мы можем делать более качественные доспехи, то давайте и гандонить друг друга более качественно. Постепенно начали появляться и мастера, которые могут что-то сделать, и ребята, которые могут сделать костюмы красивые, и ребята, которые с деньгами. То есть в странах бывшего Советского Союза немножечко стало легче с экономикой, и у людей начали появляться деньги на такое хобби. Примерно к, наверное, 2003-2005 годам уже было довольно серьезное разделение на людей, которые хотят получить вгрызло, и людей, которые хотят поиграть в эльфов, или орков, или сауронов, там, которые за отыгрыш больше. И также еще третье направление людей, которые хотят делать реконструкцию. Так вот, на тот момент доспехи были не очень практичными, то есть не очень защищающими и не всегда давающими хорошую подвижность, ну, чтобы нормально так лупашить вгрызло. И ребята, которые изучали историю и изучали средневековые экспонаты в музеях, просекли, что вот это, то, что стоит в музеях, но оно же реально практичнее, чем вот это, то, что вы носите. Появился новый тренд. Делай исторично, чтобы было хорошо. Поняли, в чем идея? Большинство доспехов было тогда такие говняненькие, что историчные доспехи средневековые. Они реально давали больше защиты, больше практичности, а плюс к этому они реально были средневековыми. И это намного серьезнее, чем просто делать что-то, тем более, если оно еще и убогое какое-нибудь. И вот у нас люди, которые серьезно занимаются доспешными боями, начинают себе делать более историчные вещи. Или заказывают, или делают сами. Но самое главное, придерживаются исторически правильных вещей. Что происходит дальше? Дальше идет еще больше разделение между направлениями. Историки, бойцы и ролевики. Ролевики понимают, что оно им вообще нахер не надо. И доспехи используются меньше и меньше. Потому что надо тренироваться, нужно бить сильно, нужно стоять, пока тебя бьют, и не падать желательно. Ребята, которые занимаются историей, поняли, что да нахер надо, там и поломать могут. А я тут как бы вроде бы за научную историчность топлю. А ребята, которые били друг другу грызло, продолжали бить грызло друг другу только сильнее. И вот пришел момент, когда ты делаешь человеку хороший правильный комплект, он идет гандониться с другими такими же отбитыми мужиками, и потом приходит и говорит: Слав, мне больно. Слава, какого хрена мне больно? И в тот момент люди начали оптимизировать доспехи. Целенаправленно, то есть целенаправленно изменять размеры, характеристики, формы средневековых доспехов. Почему? Потому что людям сначала стало больно, а потом они начали травмироваться. И вот в этот момент большинство тех ребят, которые серьезно занимаются бугуртами, они начали отходить от истории. Еще раз напомню. В темные времена, когда у нас водились только эльфы, гномы и какие-то фехтовальщики, доспехи были страшные и убогие. Потом
Люди стали заниматься этим более серьезно, начали изучать это дело и поняли, что среди всего этого говна исторические доспехи выглядят как реально серьезная защита. Начали это делать, начали биться сильнее и поняли, что ёпрст, нам больно, нам нужно что-то другое. Это все пришло к тому, что появился такой даже термин бугуртооптимизация. То есть что это? Это оптимизация защитного снаряжения под реалии и задачи бугуртов. К слову, стоит заметить, что бугуртное оружие, оно типа не историчное. Во многих случаях оно чуть тяжелее. Тяжелее, чтобы было легче гандонить своего оппонента. Потому что в бугурте задача повалить на землю. Поэтому тут все методы хороши. Можешь забороть чувака, бори чувака. Можешь задвинуть ему в грызло щитом, кромкой щита, двигай ему в грызло кромкой щита. Ты хороший алибардист, трахай его алибардой, так, чтобы он тут лег сейчас и больше никогда, не встал. Я, конечно, немножечко утрирую, ребята в целом, в большинстве случаев, вполне адекватные люди, но когда они выходят на ресталку, вот у них планка немножечко бэм и падает. В общем-то, защищать их нужно лучше. Их мало у нас. Они быстро закончатся, если им дать реконструкторские доспехи. И у меня вот теория в следующем, что произошла забавная ситуация. Многие люди пошли дальше и поняли, надо отходить от средневековых доспехов. Ну не защищают они, ну что ж тут сделать? Ну не реконструкцией же мы тут занимаемся. Но остались старички, старые закалки, которые помнят старую атмосферу, когда ты был шарящим дядькой, и к тебе приходили и спрашивали: посоветуй, какой доспех сделать, я вон в бугурт хочу. И этот аксакал, реконструктор, садился и говорил: так, мальцы, вам нужны латные руки из Хурбурга, вам нужен хунцгугель, вам нужен визбак, вам нужны перчатки с раздельными пальцами и так далее. В общем, людям было приятно, что к их мнению прислушиваются. Но потом эти мальцы начали дерзить, начали не уважать папочек, начали делать себе какую-то херню откровенную. И многих это задело. А может не многих, а только некоторых. В общем, задело так, что обидело до глубины души. И, возможно, поэтому кто-то и придерживается вот этих старых таких традиций, что вот надо бы делать так, как в музеях. Это же все-таки для чего делается? Я лично считаю, что люди приходят в это движение, скорее всего, больше за геймплеем, не за научной историчностью. Те, кто за научной историчностью приходит, они занимаются реконструкцией, изучением истории и воссозданием средневековых предметов не только вооружения, но и предметов быта, одежда, шатры, походы. Это не про мордобой и не про ролевые игры с эльфами. В общем-то, так сложилось, что те, кто топит за историчность в бугуртных доспехах, они, скорее всего, старой закалки. Нужно понимать, что старых времен не вернешь, и молодость. И то, как было прикольно тогда, когда ты занимался этим впервые, и насколько это было сильное чувство, его уже, наверное, не будет. Потому что вы уже давно в этом, для вас это стало нормой. Это новое сейчас для новичков, которые приходят сюда. И было бы хорошо, чтобы этих новичков не ломали в реконструкторских доспехах и их не опускали, используя свои знания про историчные или неисторичные доспехи. Спасибо патронам этого канала. Меня зовут Вячеслав Перепелица, это Конь, канал про доспехи. Всем пока!